Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». По просьбе наших коллег северных регионов мы сегодня подготовили посевной агрогороскоп на июнь 2022 года. По вашей просьбе мы понимаем, что возможно прерывание связи, и мы постарались в самый короткий срок сделать этот агрогороскоп, который вам поможет, подскажет, когда в лучшие периоды, что посеять, что посадить. И у нас просьба к вам, большая-большая просьба, делайте заготовки, как можно больше заготовок, надейтесь только на себя. Ну а мы по-прежнему вам всем желаем здравия, мира и добра. И давайте рассмотрим подробно вот этот посевной агрогороскоп на июнь 2022 года. Время киевское, и оно совпадает в это время, летнее время, с московским. Начинается июнь месяц с периода еще времени Гекаты, потому что 30 мая это было новолуние. И здесь из знака Близнецы переходит Луна уже в знак Рак в 8:50 утра. Ну, а начинается уже чистое продуктивное время Рака вот в 14 часов, а лучше уже в 15 часов можно начинать вот такие важные дела. Вот первого с 15 часов, второго все 24 часа, а также третьего до 17 часов. Смотрите, сколько можно всего посеять и высадить. В первую очередь это кабачки, семена кабачков, огурцов, арбузов, дынь, тыквы, патиссоны, различные кукурузы, ну это сахарные сорта, зеленые культуры, подсолнечник, капусты разных сортов, редис, редька и дайкон. Это сразу же после новолуния тоже очень хорошо получается. Все эти сидираты, а также фасоль, меня просили подсказать, когда фасоль, почва прогрелась до 22 градусов, 24 можно сеять смело фасоль. Ну и бобы сейте, горошек, все, что будет в вашем регионе расти. А для южных регионов возможны повторные посевы вот из названных культур. Здесь момент идет и культур и вершков, и корешков, так как у нас это время после новолуния. У нас уже опыт есть, наш и опыт 3 лет наших подписчиков, и он свидетельствует о том, что можно использовать вот эти периоды таким образом и получать хороший результат. Идем дальше. Вечером в 21:39 Луна перейдет в знак Лев. Это будет 3 июня, и здесь во Льве будет 4 и 5. Ну, 6 рано утром там будет переход рано утром, это в Деву в 9:23, тем более там Луна без курса. Ночное время не рассматриваем, рассматриваем дневное время 4 и 5. Хорошо сеять спаржевую фасоль. Лев покровительствует фасоли. Высаживайте лук на зелень, так как это уже растущая Луна, а также зерновые сидираты, им покровительствует Лев, и газонная трава. Вот эти культуры во Льве получаются очень хорошими. Кусочек у нас, видите, Девы забирает один день, это 7 июня. Дева будет в период как раз 7 июня, переход Луны из первой во вторую фазу в 17:30 плюс-минус 12 часов, и вот этот день у нас выпадает. Но что можно сделать 6 и 8 с 0 часов и до 14 часов? Можно посеять или высадить цветочные растения, семена цветов или луковицы, потому что Дева покровительствует абсолютно всем цветам. Покровительствует Дева и газонным травам, и из овощных. Уже все проверили, наши снова же огородники, подписчики, зрители знают, что в Деве можно сеять также семена укропа и огурцов. Это единственные овощные растения, которые получаются хорошими в Деве. Здесь же можно высевать семена вьющихся различных декоративных растений. Ну вот цветочные, вот это все у нас вот этот период. Девы, который у нас вот срезан, разрезан. Но ничего, можно, смотрите, много чего сделать. Идем дальше. Вечером уже 8-го, 18:24 Луна перейдет в знак Весы. Ну, вечером навряд ли что-то можно делать, хотя, если у вас вдруг будет возможность, то можете
Что можно делать 9 и 10 в весах? 10 тоже весь световой день практически будет Луна в весах растущая. И до Луны без курса в 20:38, то есть можно до 19:30 вот что посеять. Да, сразу же напомню, в весах это хороший знак, но обязательно нужно заранее увлажнять землю. Что можно посеять? Это семена горошка, тыкву, капусты любых сортов, кормовые культуры, сахарная кукуруза, подсолнечник, цветы, потому что весы покровительствуют цветам, а также лекарственные травы. Вот это что можно посеять и посадить. Снова же отвечаю на все ваши вопросы. Для кого-то это будет первичный посев, для кого-то, возможно, повторный. Вечером 10 Луна перейдет в знак Скорпион, это уже поздно, ночью 23:42, и здесь будет находиться 11 и 12. Но 12 срезано из-за того, что с 14 часов 53 минут начинается вот это очень жаркое время энергетически, сожженный путь полнолуния, поэтому, пожалуйста, до 14 часов, что можно в Скорпионе 11 и 12. Ну, ночью никто не будет делать, тем более там мало времени. Итак, 11-12 можно посеять семена огурцов, зеленых трав, сидератов, патиссонов, кабачки, сахарная кукуруза, различные бобовые культуры, фасоль. Снова же напоминаю, очень просили про фасоль чаще напоминать. Вот, пожалуйста, используйте вот эти дни для посева вот этих культур. Затем сожженный путь полнолуния, он будет находиться как раз в знаке Стрелец. В Козероге, частично Козерог у нас выпадает в июне месяце. Только вот 16-го с 14:53, а лучше с 15 часов и до 20 часов 30 минут, что можно. А вот это период после сожженного пути полнолуния мы всегда используем и для посева и посадки вершков и корешков, а также фасоли. Снова же вот фасоль, очень многие почему-то спрашивают об этом овощи. Пожалуйста, можно использовать. Вершки и корешки – это и корнеплодные, и те, что дают урожай над землей. Ну вот такой короткий период, там Луна без курса уже вечером, поэтому 16 июня используем для этих важных дел. Далее идет время для испытания новых сортов овощей и цветов. Это будет 17 и 18 июня. Это время в знаке Водолей. И вот переход Луны уже будет в знак Рыбы. Это убывающая Луна. Смотрите, уже почти завершается третья фаза. Поэтому в это время очень хорошо получается в рыбах сладкие, вкусные, сочные. Редька, дайкон, практически все корнеплодные овощи, но они не будут лежать, они не для хранения. Поэтому можете небольшое количество посеять той же моркови, свеклы, каких-то других, именно ранние сорта выбирайте, овощных корнеплодных, для того, чтобы собрать урожай и использовать сразу для питания, даже осенью. Вот этот период можно таким образом использовать с пользой для своего питания, для кухни. Также в это время можно будет 19-20 посеять семена сидератов на освободившиеся участки, а также различные зеленые культуры. 21-го Луна будет находиться в переходе с 3-й в 4-ю фазы, поэтому это время не для посевов, не для посадок, плюс это день летнего солнцестояния. Здесь никаких работ не подразумевается. А вот уже 22-го Луна будет в знаке Овен. И 23 до 10:30 практически можно будет посадить лук на репку. Вот бывает так вот. Остался лучок. И репка получается, кстати, даже это северные регионы. Можете что-то осталось посадить. Ну и очень хорошо высевать зерновые сидераты в овне. Можете использовать вот этот период. Можно и другие, но особо хорошо получаются зерновые. Очень интересный период Тельца, конечно, он очень большой, длинный, но это июнь месяц, но снова же для тех, кто будет ранние сорта высевать, и даже для хранения, вот сейчас, обратите внимание, 23-го после 15 часов, 24-го все 24 часа, и смотрите, весь световой день можно 25-го, это все убывающая Луна в знаке Телец, и здесь мы можем с вами снова же посеять семена корнеплодных овощей
и даже повторно посадить картофель. И эти корнеплодные могут быть использованы для закладки на хранение. Учтите эту подсказку. Ну и можно в тельце на убывающей луне, сразу же, вот видите, у нас это начало 4-й фазы, можно посеять семена зеленых культур, а также сидератов. Ну вот так вот движемся к концу месяца. Смотрите, 26 и 27 это время нахождения Луны, убывающая Луна уже глубокая в знаке Близнецы. Здесь только можно посеять семена многолетних цветов на рассаду. И все, больше ничего здесь не делаем. И смотрите, плавно переходим в новолуние, 29 июня в знаке Рак. Это время Гекаты, завершается тоже в Гекате время месяца июня. И вот в это время практически мы уже ничего не сеем, не высаживаем. Прошу вас вот это все заметить себе и записать. Вот так выглядит весь у нас посевной агрогороскоп на июнь 2022 года. Делайте, пожалуйста, скрин. Могут быть различные ситуации прерывания связи, но всегда желаем вам света божественной любви. Именно с этим светом божественной любви вы пройдете все различные испытания, которые предстоят у нас впереди. И мы обязательно с вами будем снова и снова встречаться. Поэтому мы прощаемся с вами всего-навсего только до следующего видео. Еще раз всем здоровья, мира и добра.